Всем доброго времени суток, передает и показывает Тенкин. Давненько я не рассказывал про эсминцы, и поэтому, дабы соблюсти баланс, сегодня я вам расскажу о корабле-телохранителе, японский эсминец Кавакадзе. Разберем историю данного корабля. Эсминец Кавакадзе, название которого переводится как «Речной ветер», был 8-м кораблем класса Ширацию и заложен 25 апреля 1937 года в Осаке. Через 2 года, 30 апреля, корабль был введен в строй. Когда японские авианосцы 7 декабря 1941 года атаковали Пёрл-Харбор, Кавакадзе состоял во втором флоте, дислоцированный в Палау, которому было поручено прикрытие сил вторжения на Филиппины. Продвижение на юг проходило успешно, и 27 января 1942 года японские силы подошли к острову Ява, однако объединенные силы союзников решили дать бой в Яванском море. Кавакадзе принял активное участие во втором сражении и способствовал потоплению американского эсминца Поул и английских эсминца Энкаунтер и крейсера Экзетер, после чего эсминец спас 35 британских моряков. 10 мая Кавакадзе вернулся в Сасебо на ремонт. Во время битвы у Мидуэя корабль состоял в отвлекающем флоте, которому предписывалось атаковать Алеутские острова. В ходе атаки западная часть островов была захвачена, однако основных задач операция не достигла, так как американцы знали, что основная атака будет на Мидуэй, и поэтому не стали отвлекаться на это японское соединение. 10 июля Кавакадзе прибыл на атолл Трук для последующего следования к Гвадалканалу, где в ходе патрулирования торпедами потопил американский эсминец Блу. 24 августа состоялось сражение у Восточных Соломоновых островов, в котором Кавакадзе был предписан 8-й флот, который должен был прикрывать десантные суда, шедшие на Гвадалканал. Однако битва была проиграна. Кавакадзе в данном сражении активного участия не принимал. После этого корабль вернулся на атолл Трук. Последующие 2 недели корабль принимал участие в так называемом Токийском экспрессе, то есть доставлял в ночное время суток подкрепление на Гвадалканал. 25 октября была предпринята новая попытка захватить морские просторы в районе Гвадалканала, которая вылилась в сражение у островов Санта-Крус. Кавакадзе был в составе 2-го флота, которому предписывалось уничтожить расположенные на острове американские войска, а также быть приманкой для вражеских авианосцев. Однако основное сражение состоялось между авианосцами, и поэтому 2-й флот на полной скорости следовал к вражескому соединению. Однако, когда они прибыли, японцы обнаружили только обреченный, сильно поврежденный авианосец Хорнет, который оставалось лишь добить. Так что можно сказать, что Кавакадзе 2-й раз подряд был в стороне от основной фазы сражения. Следующей битвой для Кавакадзе стало морское сражение у Гвадалканала, в котором эсминец снова занимался сопровождением конвоя, идущего с подкреплением на Гвадалканал. 14 ноября был торпедирован транспорт Брисбен-Мару, и Кавакадзе успел спасти 550 солдат с обреченного судна. Несмотря на то, что в это время и в этом районе происходили последовательно 2 битвы, Кавакадзе снова не принял активного боевого участия. Однако ситуация для японского флота в районе Гвадалканала складывалась хуже некуда, и воздушные и морские просторы были в руках США. Снабжение японских войск на острове осуществлялось только ночью эсминцами, и в ходе очередной такой доставки состоялось новое сражение, в котором принял участие и Кавакадзе – бой у мыса Тасафаронга. В составе японских сил было лишь 8 эсминцев, которым противостояли 4 тяжелых и 1 легкий крейсеры, а также 6 эсминцев США. Несмотря на преимущество, американский флот потерпел поражение. Японские эсминцы очень точно сбросили торпеды, причем одна торпеда с Кавакадзе попала в крейсер Пенсакола, нанеся ему сильные повреждения, а еще 2 торпеды попали в тяжелый крейсер Нортхэмптон, который утром следующего дня затонул от полученных повреждений. Японцы же потеряли только 1 эсминец. В начале 43 года Кавакадзе принимал участие в эвакуации японских войск с Гвадалканала, в ходе которой своим артиллерийским огнем эсминец потопил 2 торпедных катера США. 9 февраля корабль столкнулся с грузовым судном Тоун-Мару. Кавакадзе пришлось срочно буксировать в Рабаул, а после в Сасебо. Ремонтные работы были завершены к концу мая, после чего корабль вернулся на Трук. 7 августа 1943 года эсминец принимал участие в доставке войск на остров Каламбангара. Однако, не доходя до него, у острова Велья-Левелья соединение из 4 японских эсминцев было неожиданно перехвачено 6 эсминцами США, что вылилось в бой в заливе Велья.
Из 4 эсминцев японцы потеряли 3, в том числе и Кавакадзе, который получил одну торпеду, загорелся и в 23:51 по местному времени был добит артиллерийским огнем. Экипаж в 169 человек погиб в полном составе. Да, эсминец успел повоевать, правда гибель настигла его весьма неожиданно. В игре же Azur Lane Кавакадзе появилась в рамках ивента Ink Stained Steel Sakura, который проходил на глобальном сервере в апреле прошлого года. Но точно известно, что будет реран данного ивента. Правда, вот когда, не знаю. Кавакадзе обладает золотой уникальностью, и давайте уже по традиции я рассмотрю ее умения. Первый скилл увеличивает урон союзным эсминцам Империи Сакуры по вражеским крейсерам на 15%. Название умения переводится как «Удар у мыса Лунга». Это отсылка на бой у мыса Тасафаронга. Просто в японской историографии данное сражение именуется как «Ночное сражение у мыса Лунга». Второе умение игнорирует тип брони противника и всегда наносит 115% урона с торпед всем врагам. Тут есть один нюанс. Как правило, стандартно торпеды наносят 130% урона по тяжелой броне, 100 по средней и 80 по легкой. И получается, что Кавакадзе будет больше наносить урона по целям с легкой и средней броней, но меньше по тяжелой. Название скилла переводится как «беспристрастное уничтожение». Но с торпед Кавакадзе неплохо так в реальности понакидало, поэтому такое пафосное название вполне годится. Третий скилл — это барраж, который выпускается после каждых 10 выстрелов. Как вы видите, состоит он из фугасных снарядов и 4 торпед. Однако данные фугасы не наносят пожаров, пока вы максимально не лимит-брейкнете Кавакадзе. Следом разберем ее ТТХ. С присущей всем японским эсминцам особенностью, у Кавакадзе сильные показатели торпед и перезарядки. Однако все остальные показатели средние или ниже среднего. Хуже всего дела обстоят у Кавакадзе со скоростью, а также удача не слишком высокая. Теперь я посоветую экипировку для Кавакадзе. Орудия ГК я советую 100-мм японские, чтобы и урон был неплохой, но и барраж выстреливал почаще. Торпеды лучше всего мои любимые 4-трубные немецкие. Если же вам нужен урон с каждой торпеды, то тогда ставьте родные 610-мм. А если играете на авто, ставьте 530-мм 5-трубки. Переходим к ПВО. Тут лучше всего поставить 113-мм пушки, потому как стат перезарядки у Кавакадзе очень достойный. Вспомогательную экипировку я бы лучше поставил одну ремонтную коробку и одну радужную торпеду. Если у вас есть возможность и уверены, что Кавакадзе выживет, то можно и 2 радужные торпеды. Ну а если их нет вообще, то ставьте одну ремонтную коробку, а во второй слот на выбор либо вот эти ушки, чтобы удачу повысить, либо вот этот значок, который дает 550 хп. Но это ивентовые диковинки, поэтому если их нет, то ставьте просто вторую ремонтную коробку, чтобы просто добавить здоровья нашему хвостатому эсминцу. Если говорить о формировании флота с Кавакадзе, то мы, конечно, помним, что у нее есть баф союзных эсминцев против крейсеров, но это не так выгодно, чем если поставить рядом Сендай и Дзинсу, даже против крейсеров. Также не забываем про эсминец Таникадзе. Флагманы Нагата и Микаса, конечно, есть, но они не так сильно бафуют авангард, как основную линию. Можно взамен их выделить линкор Duke of York, который при попадании с ГК накладывает дебаф на противников на получение дополнительного урона. Это более эффективно. Вообще, в целом, Кавакадзе эсминчик неплохой, стоит его прокачать. Ее торпеды, благодаря второму скиллу, наносят высокий урон по средним и легким противникам, что делает ее неплохим дамагером на зачистках. Правда, вот, например, на босса линкора ее брать все же не стоит. Так что, если у вас есть необходимость в подобном эсминце, то можете смело прокачивать. Как всегда в конце ролика, я рассмотрю характер Кавакадзе как тянки в игре. Наш ушастый эсминец является представителем типичной кудеры. Безразличный ко всему, просто выполняющий свои обязанности. Из исторических отсылок можно отметить то, что Кавакадзе вспоминает про Соломоновые острова, что неудивительно, все-таки она участвовала в большом количестве сражений у этих островов. А также помнит пролив Железное дно и крейсер Нортхэмптон, который потопила. Она увлекается рыбалкой, потому как это позволяет ей очистить мысли.
頭を空っぽにして何も考えなくていいからな。 Также я хочу рассказать о влиянии на сюжет Кавакадзе. Она является телохранителем флагмана флота Империи Сакуры Нагата. Как вы понимаете, это не историческая отсылка, а уже часть сюжета игры. Кавакадзе со всей серьезностью выполняет свои обязанности. Например, в недавнем ивенте Swirling Cherry Blossoms Кавакадзе сопровождала Нагата, где они попали в засаду сирен. Она была готова отдать свою жизнь за своего флагмана, что говорит о высокой степени преданности Кавакадзе. И небольшое послесловие. Недавно проходил ивент, в котором в игру были добавлены виртуальные ютуберы, среди которых была Широками Фубуки. Думаю, многие заметили ее сходство с Кавакадзе. Тут на самом деле никакой особой тайны нет. Просто их дизайн рисовал один и тот же художник. Ну а на этом все. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, написать комментарий и приходить на мои стримы, где мы с вами увидимся. Всем спасибо за просмотр и удачных вам игр!